Всем добрый день, это с вами я, снова Сергей Гут и канал Viking Life. И мы продолжаем взламывать полы в моем доме. Третья серия. Ну, я уже половину сделал, полы вскрыл, доски от гвоздей освободил, пространство для работы освободил. И, как говорится, с Божьей помощью вперед. Ну, а сейчас я еще немножечко покажу, все-таки, что у меня за полы. Сегодня у меня задача полностью вскрыть вторую половину пола, убрать все эти доски. Не знаю, по времени хватит ли вытащить все гвозди, чтобы доски были безопасные. Вот, но вскрыть это все надо будет. Ну и тут про полы, в каком они состоянии были. Вот так они располагались. Это вот от стены. Непонятно, на чем они там, на камнях, на кирпичах лежали. Вот такое пространство от земли. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Насколько я понял, это кирпичный маячок такой был. И вот такой пол. У меня же складывается картинка, что я буду делать с этими полами. Вот. Была идея, конечно, штукатурку ставить, в смысле регипс. Но, как мне тут местные аборигены сказали, что много нюансов. Пауки, змеи, мыши, они могут между стеной и гипсокартоновой стеной заводиться. Ну и там плюс еще муравьи, тараканы и все. Поэтому не очень хочется мне, чтобы это все было. Скорее всего, все-таки я буду делать штукатурку. Ну и по финансам сказали, что штукатурка, наверное, даже дешевле. Вот. Все, ребята, фронт работы я вам показал. Это вот старые доски такие прогнившие. Как говорится, вперед, меньше слов, больше дела. Работаем. Ну вот покажу вам, как отличается пол здесь. То есть вы видите уровень старого пола, да? И вот этот здесь. Ну это пыль все летает. Камни, камни. Видите? Железные банки всякие. Кирпичи, подпора. Обломки какие-то, мусор. Пиастров пока не вижу. Но консервных банок здесь, видно, рабочие кушали. До чертиков. Кирпичами все завалено, но некачественно. Стены. Ну, надо устроить небольшой перерывчик в работе. Половину я уже вскрыл
полов, и могу сказать так, что доски с этой стороны гораздо прочнее, чем на той стороне. Объясняется очень просто. Здесь доски лежат из другой древесины. Они здесь хвойные. Или елка, или сосна. Но мне кажется, что все-таки это больше похоже на елку. Так вот, они не такие гнилые, их можно точно использовать куда-то. В хозяйство, что не может радовать. Поднял полы, что я здесь увидел? Ну, по всей видимости, здесь была столовая. Куча консерв. И самое главное, вот такие вот раритетные бутылочки. Что называется, привет из 70-х годов. Действительно, я помню, именно вот лимонады, ну и пиво было вот в таких вот бутылках. Вот это белое, это темное стекло. Куча консерв. И вот такой интересный сосуд. Обычно это из металла был сделан для пропаривания шприцов и мединструмента. Каким образом здесь он оказался, непонятно. Вот. Ну и еще один такой момент. Я работал в маске, как полагается. Когда снял ее, то увидел, что вся пыль находится внутри. Не с этой стороны, снаружи, а внутри. То есть она собирается на лице фактически. Я подумал, а смысл тогда этих масок от ковида, если они, эти вот бациллы, собираются не на маске, а попадают вот с боков, там еще как там тебе. То есть непонятно. Ну ладно. В любом случае я продолжу в ней работать. Да, альтернативы у меня нету. Но есть вопросы. Что еще можно сказать? Балки действительно тут ужасные. Все это нужно убирать. Все нормально. Тут, конечно, консервов очень много. Половина сделал. Да все нормально, в принципе. Цель ясна, как, что убрать, выровнять песочек, гравий, керамзит, бетон, металлическую стяжку. Вот, очень приятно читать ваши отзывы, ваши советы, скажем так, действительно интересные советы. Как вот один из советов, я, честно говоря, как-то вообще упустил из вида, что там, где бетонная кладка, бетон на бетон ложить нельзя, нужно пенопластом проложить, такую теплоизоляцию сделать. По внешней стенке тоже я пущу, значит, когда буду песок выкапывать, теплоизоляцию, и только потом буду делать стяжечку. Вот. Ну все нормально, работаем дальше, а вам большой привет. Меньше слов, больше дел. Добрый день! С вами снова я, Сергей Гуд, и канал Viking Life. И вы видите, что сегодня у нас солнце. Да, до Нового года осталось 3 дня. Сегодня 29 декабря. А у нас на улице плюс 12. 2 снеговика погибли смертью героя. От них осталось только морковка и 2 ореха. Ну и шапочка пластмассовая. Морковку уже Арсений погрыз. А я продолжаю ремонт. И видите, за моей спиной это те самых 2 окна, комната, где сейчас происходит ремонт. Я фактически уже закончил с ломанием полов, распилом их. И мне сейчас нужно подумать, а куда же мне доски-то подевать. И другого места, как сарайки, я не нашел. Надо подготовить место для выноса досок. Хорошие доски. Мне уже знакомые сказали, что если будешь делать самогон, дубовые доски понадобятся. Очень хороший, говорит, результат получается. Ну, я даже не для самогона их думаю. У меня есть другие, более интересные предложения. Ну что, сейчас мы посмотрим место, куда положить доски.
Ну и продолжим с ломанием полов. Мне пришла в голову уникальная идея. А давайте доскам дадим вторую жизнь. Послужили они там 30-40 лет уже в виде полов в доме. А почему бы в сарае не сделать из них тоже напольное покрытие? Кирпичики положим и крашеной поверхностью кверху положим. Как бы оно ни было, ну, наверное, по деревянному полу-то приятнее ходить. Вот как-то так. Ой, неплохо получилось. В любом случае, это лучше ходить по такому полу, чем по земле. Вторая жизнь доскам. А я знаю даже, как третью жизнь дать им. Мне надо будет фундамент делать. Вот как раз эти доски пойдут
на опалубку для заливки бетона. Третья жизнь будет у досок. Обычно все в дом надо тащить, а я из дома утаскиваю. Непорядок. В сарайку все несем. Я думаю, ты после пойдешь, захочешь есть. Хочу. 5 часов чай. Прозвучала команда кушать. Такую команду пропускать нельзя. Замечательный день продолжается. У нас сегодня тоже солнце, ярко, плюс 14 градусов. И это в канун Нового года, сегодня 30 декабря. Я почти закончил ломать пол. Балки распилил, уже вынес. Осталась буквально небольшая часть. Для того, чтобы их вынести, чуть-чуть осталось досок отодрать. Я вчера переносил в сарайчик доски. Дубовые отдельно, сосну отдельно. В принципе, нормальные доски, с ними что-то можно придумать. Во всяком случае, я уже точно знаю, что для фундамента, для опалубки под фундамент, эти доски можно будет еще раз использовать. Ну а сейчас я хочу разжечь небольшой костер. И вот тот деревянный мусор, хлам, полугнилые, которые досочками остались, чтобы их утилизировать. Потому что говорят, что с 1 января жечь костры будет невозможно. А сегодня еще 1 января нету. Поэтому сегодня мы жгем костры и выносим мусор. Вот такой у нас сегодня веселый день. Тут на минутку Арсений зашел проверить, как у нас тут работа идет. Хорошо работа идет, мусор выносим. Я вам сейчас покажу маски, которые вот я вчера проработал весь день. И сегодня взял новую. Вот смотрите. Вот это чистая маска. А это я проработал вот. Это внешняя сторона. Ну а это внутренняя. Тоже вот попадает, видите, пыль. Обязательно нужно работать в маске, когда вот старые дома разбираешь. Особенно полы, столько трухи идет. А вот эта труха вся мелкая, она как порох загорается, когда в костер кидаешь. Соорудил я вот такой вот костер в виде колодца. Это старые балки гнилые, акация которая. И вот туда внутрь буду сбрасывать весь мусор, который у меня набрался. Ну вот очередное ведро с мусором. И туда, и будет как топка такая у меня. Мусоросжигательная установка. Местная. Очень хорошо себя показывает колодезный костер. Горит все замечательно. Температура такая. Так успевай подбрасывать. Вот очередное ведерочко с мусором. Сейчас мы его запалим. Ну вот и 30 декабря подходит к концу. Сегодня был просто супер замечательный день. Позвонила дочка из Севастополя и сказала, что у них сегодня было плюс 20 градусов. И видела она в окно, как парень шел в шортах и в майке,
а рядом сидела бабушка на скамейке, еще в шубе. Вот такой декабрь, вот такой контраст. А у нас было, между прочим, тоже сегодня не холодно. У нас было на солнце аж даже плюс 18 градусов. Честно говоря, такого теплого декабря я и не помню. Даже в прошлом году, когда мы были в Севастополе, как раз в декабре месяце, было довольно прохладно. Но, как говорят, не все коту масленица, скоро будет все-таки зима, будет попрохладнее. Но сегодня и завтра, и даже 1 числа у нас обещают 14-15 градусов. А день подходит к концу. Я бы эту серию назвал бы так: полы в огне. Потому что то, что вы видите за спиной у меня, это тот самый костер, который спалил все старые полы, которые, в принципе, были гнилые. Были отдельные досточки, которые я отобрал для себя, которые можно использовать по второму разу и даже по третьему, так как я уже в своем сарайчике сделал полы из старых досок, которые были в комнате, то значит это уже вторая жизнь. Вот. И еще, пока было солнышко и тепло, и такой замечательный костер, я убрал старый мусор. Если многие, кто смотрел самые первые мои видео и видели, когда я стелил крышу по новой, у меня была свалка старых стропильных систем. И вот возле дома была не очень красивая картинка, особенно летом, когда я делал фотографии, цветущие вокруг цветочки, зелень была, да, и посередине фотографии такая куча из деревяшек. Теперь этого не будет. Теперь фотографии будут красивые. Я эту кучу сжег. И напоследок, в доме все деревянные полы убраны, доски убраны, балки сгорели уже. Вот. И следующая серия это будет уже подготовка, замеры, размеры для подготовки полов к бетонированию и тому подобное. Но это будет в следующей серии. А сейчас немножечко итога того, что я сегодня успел сделать. Поэтому я с вами прощаюсь. Это с вами был я, Сергей Гуд, канал Viking Life. Кто не будет смотреть следующие выпуски, а только в будущем году, значит, еще раз вас, ребята, с Новым годом, с наступающим. Здоровья, счастья вам, успехов. Самое главное, не болейте. Ну и что все члены вашей семьи, как и вы сами, были здоровыми. На этом я с вами прощаюсь. И в конце небольшое видео об итогах моего дня. Пока.
Ну, это новогодний костер. Это не что не иное. Это так полы горят. Красота!